Привет любителям распиленных китайских фильтров. Сегодня мы решили записать свое первое видео. И на столе у нас стоит это всеми популярный фильтр VIC C809 оригинальный, хондовский фильтр Made in Китай, конечно же. Все это делают в Китае, и даже этот VIC. И китайский ниссановский фильтр. То сегодня мы проведем полный их разбор и сравним. Вот это тоже хондовский фильтр идет C809, а это C224 ниссановский идет. Коробочки смотреть смысла нету. Китайцы могут подделать любую коробочку. Сложнее всего это подделать внутреннюю начинку. Вот такая вот у них графика. Так, теперь посмотрим, как они выглядят. На фильтре VIC видно, что была пособработка, то есть отверстия для масла, они уже обработаны фрезой, то есть все выглядит красиво, все довольно-таки качественно. На ниссановском фильтре виден китайский штамп, но также дырочки были на фрезе, в принципе, проработаны. И хондовский фильтр, здесь как раз таки есть уже небольшие заусенцы, если видно, да, фокус, вот фокус она поймала. Ну и он маленечко совсем таки другой идет. Резиночки у них у всех в принципе мягкие, все выдерживают температуру, то есть при температуре минус 25 они также остаются эластичные. Также хочется обратить внимание на внутренности, на потроха, то что мы можем сейчас увидеть. В виковском фильтре стоит клапан, у которого, как можете увидеть, идут клепки внутри. Фокусировки нету. Так, как нам ее показать-то? Так, вот. Конечно, не может у меня телефон никак сфокусироваться, но там идут клепочки. Вот. Видно, да, что оно расклепано, но потом я это дальше еще покажу. На хондовском фильтре стоит какой-то вообще непонятный пластиковый клапан. Но мы до него доберемся и обязательно его посмотрим. На ниссановском фильтре видны клепочки от точечной сварки. То есть, как бы, ну, это уже не очень хорошо, потому что они могут также оторваться, отлететь. Это все зависит от качества. Будем разбирать и будем смотреть. Еще хочу произвести эксперимент с ними. Это по противоотливному клапану. То есть, как он держит воздух. Даже не воздух, даже масло. Проведем на воздухе. Будем на 1 атмосферу качать. Продолжаем эксперименты. Вот такая у нас приблуда. Будем с помощью нее закачивать фильтры в воздух. Ну, только воздух. Хотя бы проверим на герметичность на воздушную. Вот такой китайский компрессор. Будем смотреть давление. Приступаем. Так, система собрана. Наживилась одна нитка с небольшим. Возможно, здесь могут быть пропуски. Вот это вот соединение до шарового крана опрессовано на 3 атмосферы. Ну-ка, что сделал. В принципе, держит. Ничего не потравливает. Ну, давайте попробуем. Ага. То есть просто идут пропуски, и он не может набрать ничего. Либо не хватает производительности компрессора, что скорее всего. Начинаем закрывать кран. Опа, ага. Пропуски есть. Может быть, на жидкости это было бы по-другому, но пока мы проверяем на воздухе. Приступаем к хондовскому фильтру с одной партии, с одного завода, так сказать. Также навернул 1,5 где-то витка получилось. Давайте к этому фильтру. Я его проверял, что этот они пропускают даже воздухом
ртом. Аналогичная ситуация. Ну а теперь всеми любимый народный фильтр японского качества Вик. Так, смотрим. Опа! Ага. Пошло давление. Слышно, подтравливание идет, но это вот скорее всего через вот это вот место. Ребят, 3 атмосферы. Уже не шутки. Пропускает через плохое соединение. Наверное, надо подмотать будет фунтики. Сейчас подмотаем. Подмотал фум-ленту. Возможно, это, конечно же, не спасет, потому что все-таки резьба с другим шагом. Какие шаги? Я не знаю. Шаги. Так, начинаем. Оп. Ага. Ага. То есть все-таки клапан этот через этот пропускает. Ну, ребят, это воздух. Представляете, это насколько надо сделать качественно фильтр, чтобы он держал хоть... Так, продолжаем. Значит, хотел еще снять вот такой вид. Это без резиночек. Видны следы краски, подтеки до Honda. И на Вике также видно, что все-таки есть краска. Здесь пока краски вроде нет, нормально. Резиночки все качественные, мягенькие, к ним вопросов нет. Так, приступим к распиливанию. Буду отключаться. Такие тиски, такая пила. Филоманов, фильтров много. Кто их как пилил, показывать не буду, потому что неудобно будет. Распилю и в процессе, если что, буду снимать. Первый у нас пойдет, наверное, все-таки вот этот Nissan, так как он маленечко другой у нас. На нем потренируемся по распиливанию и потом уже пойдем к C809. Так, ну вот произвели распилку фильтров. Можно видите на видео потроха, что из чего и как собрано. Это у нас ниссановский, Honda и Вик. Что хотелось сказать, да? В принципе, пилятся они все одинаково. Особой разницы я никакой не заметил. Но Вик приятнее пилился, как ни крути. Не знаю почему. Может быть, какой-то другой у него сплав металла, но он пилился намного лучше, чем вот эти вот. Что хочется отметить? Начнем с Ниссана. Сейчас мы еще замерим плотность. Не плотность, а площадь, вот, правильно сказать. Смотрите, на камеру, на фотоаппарат, если получится заснять, имеются просветы. Ага, видите, да? Имеются просветы. То есть, представляете, вот масло грязное, оно все проходит через вот эти вот отверстия, которые просто плохо прогерметили. Просто плохо. Здесь вообще нету герметика. Мало герметика, его здесь и нету. Поэтому он просвечивает. Вот, можно это все увидеть. Когда я его достал, эту колбу, клапан перепускной был заклинивший. То есть мне пришлось на него надавить, чтобы он расклинился. То есть он был в заклинившем состоянии. Дальше. Резиночка у него вроде бы как мягенькая, эластичная. Мы ее также попробуем ее заморозить. Что она из себя представляет? Но она жестковатая. Прилегание у нее здесь все равно не должное. То есть так как он даже не нагнетал давление в этом фильтре, хотя на Вике получилось нагнетать вот этим компрессором. Поэтому либо прилегание плохое, либо сама резинка еще плохая. Обратите внимание, на Вике самая маленькая резинка. Она даже меньше по размерам вот этой. И она выдержала 3 атмосферы
Да, она пропускала, но она в принципе здесь в порядке. Идем дальше. Пружинка мягкая. По сравнению с Виком, на Вике маленькая пружинка. Она намного меньше, но она жестче. Здесь жестче материал в ней находится. Это не основной фактор, но все же. То есть, в принципе-то вот он и весь фильтр. По клапану мы еще проверим, через сколько он, на каком, сколько килограмм он будет открывать. Но я уже так чувствую, что это вообще полная шляпа. Дальше идем. Honda. Тут вообще интересно. Какой-то китайский перепускной стоит вот с такой вот пружинкой. Разбирается, она здесь отщелкивается. Ну, ребят, смотрите. На просвет. Видите, да? Это блядство. Это просто пиздец. То есть он, в принципе, через него всегда будет поступать сюда грязное масло. Сейчас мы его разберем даже. Так, что мы здесь видим? Это пружинка. Самый основной минус мили. Вот эта вот штучка. Она никак не центрируется. Никак не получается ее ровно нормально поставить. Клапан вот этот вот перепускной. То есть он не может никак отцентроваться. Я могу сам у себя в своих колхозных условиях напечатать вот эту вот штуку на 3D принтере за копейку. 1 копейка. И сделать у нее конус. Здесь нету даже конуса на ней. Как бы я ее ни ставил, она все равно встает криво. И все равно идет просвет у нее. То есть она всегда идет криво. Ровно ее не получается никак поставить. И усилие нажима очень слабое. Что здесь, что здесь. Сейчас мы это все еще сделаем на приборе. Давайте просмотрим примерно, на скольких граммах будет открываться байпас перепускной, вот этот вот клапан. Сбрасываем весы на 0. И как это снять, не знаю. Вот буду я сейчас нажимать на нее, да. И когда он откроется, все, он открылся. Это 350-400 грамм. То есть я этот фокус несколько раз уже проводил. Он открывается на этих значениях, да. Все, клапан открыт. Это Nissan. Honda. Сбрасываем все это дело. И вот этот вот дурацкий клапан, да, по которому никак не определишь. Ну, будем примерно усилия смотреть, да. То есть здесь получается около 800 килограмм у меня выходило. Так, ну по этому вообще клапану ничего не получается определить. Потому что он, в принципе, постоянно пропускает. Что он есть, что его нету, толку никакого. Так, теперь Вик. Смотрим Вик. Так, сбрасываем. Так, Вик открывается где-то на 1000 граммах. 900, 950, 1000. То есть вот вы видите. Так, удалось мне выдернуть фильтрующий элемент с Вика. Вот в таком вот он исполнении. То есть концы зажаты. Вот эту вот пластинку я кое-как выдернул с этой трубы. Пришлось ее загибать и выдергивать. Пришлось даже применить отвертку, чтобы повредить. И сам корпус, тюбус этот, он никак-то не разборный. То ли он здесь приклеен каким-то образом, но вот он в таком состоянии остался. Не получилось мне пока его разобрать. Сейчас попробую дальше. То есть можно посмотреть, какой элемент, особенности Вика, как здесь сделано снаружи, внутри точнее. Вот таким образом. То есть это все дело обжато качественно, хорошо, и исключает попадание
другого масла. Низ проклеен качественно. Посмотрите, какая плотность бумаги здесь и какая плотность бумаги здесь. Я думаю, есть отличие. Все клеем проклеено. Качественно. Почему трубка эта вот так осталась и не разбирается, пока сейчас не могу понять. Но я сейчас до нее доберусь. Потому что вот эти-то вот просто снимаются легко. Здесь такого не получилось.